Всем привет, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами 3 замечательными рецептами с кабачками. Простыми, быстрыми и очень вкусными. Хрустящие маринованные кабачки всего за 5 минут. Отличная летняя закуска. Сочная курочка с кабачками, запеченная в духовке. Полезный и сытный обед без лишнего масла. И нежная запеканка с кабачками под сырной заливкой. Идеальный вариант для всей семьи. Все рецепты легкие в приготовлении и прекрасно подойдут на каждый день. Сегодня будем готовить очень вкусную закуску. Хрустящие маринованные кабачки быстрого приготовления с перцем, с чесночком. Они получаются невероятно ароматные, такие пикантные. Такая закуска подойдет к любому столу. Мариновать овощи я буду вот в таких стеклянных контейнерах. Для меня это очень удобно, так как эти контейнеры еще идут с крышками. Для рецепта я использую цукини молодые. У нас во Вьетнаме не продаются кабачки, просто их нет в продаже. Конечно, можно использовать и кабачки, фактически они ничем не отличаются. Все овощи я уже хорошо помыла. И сейчас нарезаю цукини такими круглыми кусочками. Толщина кусочка примерно полсантиметра. Сразу же отправляю цукини в контейнеры. Я стараюсь примерно одинаково распределить в 2 контейнера. Подготавливаю болгарский перец, очищаю его от семян и перегородок. И режу его вот такими треугольными кусочками, не слишком большими. Выкладываю перец в контейнеры. Для тех, кто любит чуть острое, можно добавить немного перца чили. Если вы не любите острое, конечно, перец чили не добавляйте. Я использую не весь перец, а чуть больше половины. И также у меня здесь довольно много чеснока. Чеснок я порежу крупно, вот такими кусочками. Во Вьетнаме вот выращивают такой чеснок, он называется одинокий, вот такой один большой зубчик. В контейнеры я не буду добавлять весь чеснок и перец чили. Немного оставлю для маринада. Здесь у меня такой большой пучок сельдерея. Мы очень любим сельдерей. Вместо сельдерея можно использовать любую зелень, например, петрушку или укроп. Стебли сельдерея я оставлю для маринада, а листики я порежу средними кусочками. Выглядит все просто потрясающе, а аромат стоит просто великолепный. Я поставила на плиту сотейник с 1 литром воды. Добавляю 2 столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара, 60 мл лимонного сока. Вместо лимонного сока можно использовать уксус. Берите уксус от 4 до 7%, примерно 4-5 столовых ложек. Также в сотейник я добавляю стебли сельдерея, чеснок и перец чили, душистый перец и лавровый лист. Растительное масло. Я использую оливковое, можно использовать любое. Довожу все до кипения и провариваю еще примерно минуту. По вкусу маринад должен быть такой кисло-солено-сладкий. Маринад готов. Заливаю им овощи. И стараюсь так распределить, чтобы везде попал и перец горошком, и лавровый лист. Контейнеры я просто прикрываю крышками, не закрываю их плотно. И теперь все оставляю, чтобы остыло до комнатной температуры. После того, как все овощи и маринад остынут, я закрою контейнеры и отправлю их в холодильник. И уже на следующий день закуска будет готова. Закуска уже готова, я ее достала из холодильника. Выглядит все просто шикарно. И самое главное, что на приготовление этой закуски абсолютно не затрачивается много времени. Кабачки и перчик промариновались, но вместе с тем они остаются такие хрустящие, очень сочные. Эта закуска подойдет
к любому блюду. И к мясу, и к рыбе, и к плову. В общем, готовьте ее на все случаи жизни. Предлагаю приготовить простой, но очень вкусный и легкий обед – запеченную курицу с кабачками в духовке. Это блюдо из серии «Поставил и забыл». Минимум усилий, максимум вкуса. Курица получается сочной и ароматной, а кабачки нежными, пропитавшимися соками и специями. Сначала я замариную кусочки курицы. Здесь у меня соль. Соль и черный перец, конечно, берите по вкусу. Пол чайной ложки сушеного чеснока, пол чайной ложки сушеного кориандра и паприка. Тоже пол чайной ложки. Смешиваю. Высыпаю на кусочки курицы. Добавляю черный перец. И перемешаю. Все втираю в кусочки. Размер формы у меня 20 на 30 сантиметров. Наливаю на дно формы немного оливкового масла. Можно использовать любое масло. И теперь режу овощи. Режу цукини произвольными такими кубиками. Не слишком мелкими, не слишком крупными кусочками. Примерно вот такими. Я сразу же цукини режу и забрасываю в форму. Конечно, предварительно все овощи надо хорошо помыть, все почистить. Режу болгарский перец, тоже кубиком. Режу репчатый лук. Лук разрезаю пополам, еще пополам и вот такими кусочками. То есть вся нарезка довольно крупная. Отправляю лук также в форму. Режу сельдерей. У меня вот такой вот небольшой стебель и листики сельдерея. Режу. Чеснок раздавлю и порежу. Вот как раз чеснок можно порезать мелко. Добавляю в форму и порежу перец чили. Перец чили я также порежу мелко. Добавляю перец. Посмотрите, уже красота получается. Сейчас сюда добавляю томаты в собственном соку. Я использую вот такие итальянские томаты. Мне очень нравятся, вкусные. Добавляю сюда всю баночку. Теперь добавляем сюда все специи. И здесь у меня, посмотрите, какие специи. Несколько лавровых листиков, сушеный базилик пол чайной ложки, сушеный кориандр пол чайной ложки, сушеный чеснок пол чайной ложки и паприка тоже пол чайной ложки. Соль берем по вкусу. Добавляю столовую ложку сахара и черный перец. Все хорошо перемешиваю, чтобы смешались все овощи и специи. Сверху на овощи выкладываю кусочки курицы. Слегка поливаю оливковым маслом. И теперь все закрываю фольгой. Вот таким образом. И сейчас отправляю запекаться в хорошо разогретую до 190-200 градусов духовку. Сначала под закрытой фольгой примерно на полчаса. Затем я убираю фольгу и запеку еще кусочки курицы сверху примерно 15 минут до золотистой корочки. Мое блюдо стояло в духовке примерно 30 минут. И сейчас я убираю фольгу. И сейчас отправляю обратно в духовку, чтобы курочка хорошо запеклась сверху. Я достала блюдо из духовки. Посмотрите, какая красота получилась. Курочка замечательно подрумянилась. Вы видите, какая замечательная корочка. Овощи хорошо протушились. И сейчас можно насыпать все в тарелку и подавать к столу. Вообще, конечно, это самый настоящий диетический такой обед. Цукини,
курочка. Все очень легкое. Я рекомендую вам приготовить это блюдо и попробовать. Особенно для тех, кто следит за своей фигурой, это блюдо просто настоящая находка. А для тех, кто не следит, готовьте еще гарнир, рис или картошечку. И будет просто отлично. Готовим очень вкусную, сочную и ароматную запеканку из молодых кабачков с сыром. Это быстро и очень просто. Вкусные и в холодном, и в горячем виде. Сначала подготовим соус, заливку для нашей запеканки. В миску разбиваю яйца, разбалтываю их, добавляю сметану. Я использую жирную сметану, 30%. Добавляю специи, немного соли, потому что я буду дополнительно еще солить кабачки. И черный перец. Хорошо перемешиваю. Заливка уже очень ароматная получается. Вообще можно сюда добавлять, конечно, любые специи, какие вы любите. Добавляю сыр, но сыр я добавляю не весь. Часть оставлю для того, чтобы присыпать запеканку сверху. Сейчас добавляю примерно граммов 100. И добавляю половину сыра пармезан. Перемешиваю. Получилась вот такая очень интересная и ароматная заливка. Порежем кабачки или цукини средним кубиком. Сильно мелко резать тоже не надо. Перекладываю в миску. Режу лук, отправляю в миску. Режу укроп. Кабачки прекрасно сочетаются с укропом и чесноком. Режу перец чили. Помидор режу дольками, очень тонко. На мелкой терке натру чеснок. Добавляю в кабачки немного соли. Перемешиваю. Соли много я не добавляю, так как у нас соль есть в нашей заливке. Сейчас добавляю в кабачки заливку. Все хорошо перемешиваю. Выпекать запеканку я буду вот в такой стеклянной форме. Размер формы у меня 28 на 18 сантиметров. Перекладываю сюда кабачки. Распределяю ровным слоем. И теперь сверху выкладываю дольки помидоров. Сверху засыпаю все оставшимся сыром. И теперь отправляю мою замечательную запеканку из кабачков в духовку при температуре 190 градусов, примерно минут на 35-40. Моя запеканка уже готова. Пахнет невероятно. И посмотрите, как замечательно запекся сверху сыр. Вообще очень вкусно. Так и хочется ее сразу попробовать. Запеканка получилась очень вкусная. Кабачки такие сочные, такие пикантные именно в этом соусе. Обязательно приготовьте, попробуйте. Я думаю, такая запеканка понравится всем. Тем более готовится она очень легко и просто.